русский имперский подход сформулировал лучше всего, мне кажется, простой вчерашний крестьянин, красноармеец товарищ Сухов, который сказал: «Восток – дело тонкое». Это будет называться временем большой игры. Игра за мировое лидерство, за господство между империей российской и британской. На Кавказе новую войну с Турцией выигрывает Паскевич. Паскевич действует блестяще. Тогда в состав Российской империи переходят остатки Грузии. По распоряжению Александра II к Шамилю отнеслись не как к пленному врагу, а как находящемуся в гостях главе иностранного государства. Народы Северного Кавказа стали, как это ни поразительно, не просто опорой царского режима, а еще и элитой императорской армии. России была присоединена гигантская территория, просто гигантская. 1,8 миллиона квадратных километров. Вот такая площадь русского Туркестана. К 1860 году подписываются финальные договора и фиксируется граница с Китаем по этой территории. Упрощенно, с одной стороны Амура Россия, с другой стороны Амура Китай. Дорогие друзья, добрый день. Тема сегодня неприятная, болезненная. Потому что говорить мы будем о том, как страна рассыпалась буквально в одночасье. И не надо думать, что речь пойдет об осени 91 года. Нет. Говорим мы с вами о событиях так называемой Великой или просто Русской революции 17 года, о том, что было перед этим и сразу после этого. Казалось бы, надо поговорить о причинах и предпосылках революционных событий и вообще распада империи. Это разные вещи. Мы не зря в школе разделяли причины и предпосылки. Дело в том, что причина – это что-то действующее с неумолимой силой законов физики. Если А, то будет Б, а потом В. Яблоко падает, потому что действует закон всемирного тяготения. И по-другому быть не может. А предпосылки – это другое. Предпосылки – это некие возникающие условия, которые создают некую возможность. Ну вот, например, был дом и сгорел. Дерево – горючий материал. Дом деревянный. А в чем причина того, что дом сгорел? Построили не из того материала, надо было делать каменное, потому что дерево горит. Или, может быть, причина в том, что строитель какой-то некачественный, ну, как-то недостаточно это дерево обработал противопожарной замазкой. Или, может быть, все-таки причина в том, что кто-то поднес спичку, факел, не туда и не тогда, куда надо. Кто виновен? Тот, кто строил дом из дерева, или тот, кто облил его канистрой с бензином и потом поджег? Наверное, не мне одному, еще в советские времена, когда мы учили историю в школе, потом в институте, много учили, приходило в голову на интуитивном уровне непонимание. Вот мне было непонятно чисто советская мифология вокруг революции. Ее, кстати, сегодня на свой лад переиначили уже после перестройки либеральные историки. А принцип один и тот же. Капитализм закономерно сменяет феодализм. Все империи закономерно распадаются. Действует неотвратимо закон развития производительных сил, производственных отношений, и закон этот обязательно должен поменять государственную форму управления теми либо иными народами, территориями, людьми. Вот нас, исходя из этих мантр, все время убеждали, что Российская империя была обречена, не могла она дальше существовать. Убеждали в закономерности, исторической неизбежности революции. Так и сегодня продолжают убеждать в исторической неизбежности распада Советского Союза. Потому что жили мы сначала до 1917 года, а потом при СССР в корне неправильно, ошибочно,
Поэтому все это должно было остановиться и рассыпаться так, как и произошло. И по-другому и быть не могло. Вот поэтому давайте все-таки отделять причины от предпосылок. И был ли распад Российской империи действительно предопределен? Давайте попробуем на этот вопрос ответить. И скажу заранее, у меня ответа на этот вопрос нет. Давайте порассуждаем. Может быть, к каким-то выводам мы в конце и придем. С чего начнем? Российская империя с самого начала была очень странной. Не настоящей, какой-то не имперской. Одно название. Она складывалась как союз народов, которые в разной степени добровольно или принудительно, ну, как мы видим с вами из предыдущих наших встреч, в подавляющем большинстве с добровольной неизбежностью, другого выбора у этих народов для самосохранения не было. Но бывало и по-другому, бывало и по-плохому. Все эти народы собирались вокруг центрального ядра русского народа. Я говорю русского народа, имея в виду отнюдь не великороссов, и не малороссов, и не белорусов. Я имею в виду большой русский народ. Огромная цивилизационно-этническая общность, которая присоединяет к себе, впитывает, перерабатывает большое количество разных культур. Культур, этносов, национальностей. Большой русский народ. Казалось бы, по классическим законам империи, в центре, в метрополии, там, где живет господствующая нация, должны расцветать всяческие свободы, быть там Лондон, Париж, понимаете, процветание, бульвары, Монпарнас, Адмиралтейство и биржа. А вокруг, на окраинах, в этих Польше, Финляндии, вот там везде должна быть жестокая колониальная администрация, военно-полицейский режим, на всех этих окраинах жесточайшая эксплуатация и грабеж при полном отсутствии политических свобод. В действительности все было с точностью да наоборот, потому что на русской периферии не только Крым, Новороссия, не только Польша, Финляндия, даже Сибирь и на нерусских условно территориях везде политическая, бытовая и имущественная свобода была в гораздо большей степени, чем в Центральной России. Ну, попросту говоря, в Центральной России самая жестокая форма крепостного права ни в Сибири, ни на Южном Урале, ни в Прибалтике отменили в числе первых крепостное право. Затем гораздо более легкий режим в Польше и так далее. Таких политических свобод, как в некоторых наших экспериментальных окраинах, как Польша и Финляндия, не было не то что нигде более в России, да, пожалуй, нигде более и в мире, ни в одной стране, которая хотела бы именовать себя многонациональной империей. Колонизатор приходит в колонию, чтобы заработать. Британец пришел в Индию не для того, чтобы любоваться дворцами Махараджи, для того, чтобы заработать. Ну, можно сказать, грубо пограбить, можно сказать, деликатно сделать бизнес, но все там зарабатывали. И только для этого временно в командировке британские офицеры, аристократы ездили в Индию. Ни с какой другой целью. Русские переселялись на Кавказ, на земли Новой России, на земли казачьих войск Средней Азии, Дальний Восток. Переселялись, чтобы жить навсегда. Роднились, женились, и сейчас уже не поймешь, где там русский, не русский, великоросс, не великоросс. Классической империи под бизнес подводится идейный, ну, может, например, религиозный, тоже очень удобно, базис. Поскольку туземцы народ не культурный, дикий, не христианский, то надо еще разобраться, вообще это люди или не люди, это что? В свое время в католической церкви шла много лет в Ватикане живейшая научная дискуссия. А если у американских индейцев душа? Ну, в итоге, слава тебе, Господи, признали, что душа у них есть. Но не сразу. Протестанты этими диспутами, как добрые католики, не заморачивались, они просто делали бизнес. Меняли землю на огненную воду, бусы. Ну, а недовольным
местным туземцам подкидывали одеяло, зараженные оспой. И это я не преувеличиваю, это было в порядке вещей. Есть забавнейшая переписка американских, то бишь британских генералов и офицеров на тему того, как в стремлении уничтожить, я процитирую, уничтожить эту отвратительную расу под корень, ну, каких-то там магикан и прочих иракезов, надо вот побольше им гумпомощи и побольше всякой заразы в одеяло. Пусть покутаются, они любят. Долго не протянут. Ну, немцы, например, задолго до Гитлера в своих колониях в Намибии, в Южной Африке вообще местных жителей за людей не считали. Они официально, научно полагали, что негры Южной Африки – это промежуточная раса между людьми, человеком разумным, и пятикантропами. Поэтому какие за ними признавать права собственности? Вы же не признаете право собственности за обезьяной на лес, где она по деревьям прыгает. А это то же самое. Возможно, и Редьярд Киплинг, и Сомерсет Моэм, и Герберт Уэллс, и Конан Дойль, они были милыми людьми и, в общем-то, не были расистами или тем более нацистами. И в их понимании противостояние Запада и Востока это было более такое культурно-силовое. Но на практике административно-бюрократического управления расизм был идеологией, которая оправдывала господство белого человека. И даже в какой-то степени объясняла, что вот это тяжкое бремя, которое он несет, должно быть соответствующим образом оплачено. Соответственно, если в западной колонизаторской практике местные недолюди вообще не могут иметь каких-то имущественных серьезных прав ни на что, и эта земля не их, потому что она ничья, потому что людей там нет, то давайте посмотрим, как росла Российская империя. Она вообще никогда не рассматривала присоединенные земли как ничейные. Сразу закреплялось право собственности местных элит, уже соответствующим законом, и местных собственников на эту землю. Мы пришли на вашу землю, мы вам поможем управлять, мы ничего у вас отнимать не будем. Я вас отписываю ко всем нашим предыдущим лекциям, и к соответствующим рескриптам и Екатерины, и Елизаветы, и Александров. Уважать права местных собственников. Базовый тезис, с которым приходит русская администрация на новые территории. Ну, кстати, как это происходило и в последние годы. Все то же самое. Российская власть поощряла при этом местное самоуправление, потому что управлять из Петербурга, довольно тяжело, потому что далеко, неудобно, неэффективно. Поэтому пусть управляют сами. Мы, конечно, будем присматривать силами воинской команды небольшой, желательно набранной из местных же. Местный полк, набранный из горцев, в 100 крат эффективнее, чем присланный из Центральной России, потому что местные местных больше боятся. Они не хотят своих пальцем трогать, а то потом на кровную месть нарвешься. Нет, местные лучше справляются с контролем за местными. Вот. И пусть местные судят, вплоть до шариата. Ну, только без крайности. Вот, без крайности. Я не буду говорить про экономическое развитие инвестиций, это само собой. Но поощрялось развитие местной культуры, местных языков, местной литературы. Вы знаете, я недавно вернулся из одной нашей национальной республики, где есть проблема. Местный народ, который на протяжении последних веков считался малым народом, перестал быть малым народом. Его численность перешла ту планку, за которую он имеет право называться малым народом. Она становится обычным, таким же, как русские, татары, чеченцы, украинцы. А значит, нет огромного количества льгот, привилегий, дотаций, особых прав. Потому что никто не притесняет, потому что поддерживают. И в Советском Союзе поддерживали, и в Российской империи поддерживали, и сейчас поддерживают. И вот много стало местных, поэтому специальная статистика ломает себе голову. И как так вот записать? Будем записывать тебя в русские. А то слишком много тут наших развелось. Испортишь нам экономическую политику. Это смешно, но это правда. И получалось, что естественным образом имперская политика, такая необычная российская, помогала зарождению новых наций, а, соответственно, пробуждению в местных элитах того, что принято называть национальным самосознанием. Пробуждается национальное самосознание, возникают национальные движения. Сегодня культурные,
А завтра они уже требуют автономии, а послезавтра отделения. Понимаете, в Соединенных Штатах нет никаких сепаратистских национальных движений, ни Команчей, ни Делавар, ни Магикан. Нет людей, нет проблемы. А в Латинской Америке, как-то я не видел ни одной политической партии инков и ацтеков. Извели под корень. Не осталось никого. Нет людей, нет проблем. Нет тасманийского национального движения, ибо не осталось ни одного тасманийца. Ну, в Австралии и Новой Зеландии кто-то там есть, но немного. Не то, что на движение партию, даже на секту не потянут. Это странная, необычная, имперской с точки зрения противоестественная национальная политика. Российская империя в конце XIX века поставила правительство перед альтернативой. А что делать дальше? То есть или, с одной стороны, надо, ну, как все делать, то есть проводить политику унификации, русификации, местные языки зажимать, постепенно, значит, всех в православие тихой сапой крестить, ну и проводить нормальную, как принято в Европах и в США, имперскую политику. Второй вариант – действовать по образцу Польши, Финляндии, значит, по этому же образцу у нас пойдет скоро и Средняя Азия, и Казахстан, и Кавказ, то есть всех в перспективе ждет финляндизация. Они будут эволюционировать в сторону каких-то буферных автономий, квазигосударств. И это тоже опасно. Вот эта дискуссия, она была в правительстве на рубеже 19-20 веков, и в этом отношении кейс Финляндии, как говорится, казус, очень и очень показателен. Что там в Финляндии было? В двух словах вам расскажу. Будучи из отсталой, убогой и абсолютно бесправной шведской провинции, нашим добросердечным гуманистом Александром I, присоединенные к империи на правах Великого княжества Финляндского и политически, финансово, налогово и даже в вооруженном отношении полностью практически автономного от России, ну, просто общий государь, император. Собственно, все. Сам не можете из Петербурга Финляндию руководить, присылает своего генерал-губернатора, наместника. Все. А там свой парламент потом, и язык, и система образования. Больше свобод было только в Польше. Кстати сказать, Польша больше всего и восставала, как показала практика в XIX веке, вероятно, от избытка свобод. Ну так вот, кейс Финляндии начал искрить во время военной реформы. Дело в том, что со времен Александра I финской армии финны, помимо того, что не платили общеимперских налогов, они еще и не служили в имперской армии. Они служили в некоторых милицейско-территориальных частях на территории Финляндии, отдельно от русских, это были полностью финские части. Срок службы был для них меньше. И отдельно оговаривалось, что эти финские части обязаны защищать только территорию Финляндии. Как-то странно. Особая отдельная армия, облегченная, в едином государстве. Все говорили, давайте уравняем, чтобы финны с русскими были в равных правах. Русские могли служить в Финляндии, а финны пусть служат не только добровольцы, а все пусть служат там, где надо, куда военкомат пошлет. Решился на это, кстати сказать, только Николай II. На попытку реформы финской армии. Не надо в этой связи представлять Николая Александровича Романова таким зайчиком, мягким и пушистым. Нет, когда надо, он был отнюдь не прекраснодушным добрячком, а довольно-таки упрямым правителем. Он даже, кстати, по поводу Финляндии испортил отношения с собственным премьером и с матерью, которые все отговаривали от этой попытки унифицировать финское законодательство с имперским. И вот он назначил генерал-губернатором решительного чиновника, генерала Бобрикова, который представил план, состоящий из нескольких пунктов. Первое. Армию объединить. То есть никакой отдельной армии, пусть будет общая. Второе. В Сенате, в школах и администрации ввести русский язык. Внимание, вопрос. Русского языка, единого языка межнационального общения в Финляндии не было вообще. Ни в школе его не преподавали, ни в Сенате, в парламенте он не использовался, нигде. Ты русский, как иностранец. Третье. Дать право русским поступать на госслужбу в администрации Великого княжества Финляндского. Там вся администрация, все начальники были только финны. Русские изгои. Далее. Упразднить таможенную границу.
Тяжело себе представить, но у нас была таможенная граница. Финляндия защищала свою экономику от дешевого русского товара. И, наконец, освободить православные школы, там были все-таки такие православные русскоязычные школы отдельные, освободить их от постоянной опеки финляндских властей и местной протестантской церкви, потому что жить им нормально нашим батюшкам там не давали. Финские историки сегодня называют план Бобрикова колонизаторским, то есть мы колонизировали собственную территорию уже на протяжении 100 лет, как нашу, а это временем великих гонений. Хотя на самом деле речь шла просто об уравнении прав людей всех национальностей с финнами, проживающими на территории самой же Российской империи. Ну что, все встали в оппозицию, все стали на митингах выступать. Это активно подогревалось из-за рубежа. Вот что писала лондонская «Таймс» по этому поводу. Нельзя одобрить стремление России искоренить во имя будто бы цивилизации. Под будто бы цивилизацией предполагается, собственно, равноправие людей. Русских, финнов, малоросов, всех. Будто бы цивилизации систему более высокой политической культуры, до которой сама Россия еще не доросла. То есть под более высокой политической культурой, видимо, подразумевалась та самая финско-чухонская деревня, в которой, собственно, вообще никакой политической культуры, в принципе, до прихода туда русских не было, как не было никаких ни политических, ни прав, ни свобод, ничего. Ну, в общем, переводя на современный язык, Финляндия – це Европа, а мы там что-то пытаемся искоренить. Мало что меняется с годами. И закончилось чем это все финское возмущение? В итоге финский террорист нашелся. И такой горячий финский парень прямо в здании парламента, кстати, по национальности террорист был шведом, что любопытно, подкараулил Бобрикова и застрелил его там в коридоре. Причем от первой пуля срикошетила от ордена, Господь уберег. Ну, шведско-фин не растерялся и выпустил ему еще пару пуль прямо в живот. Поэтому бедолага долго мучился. Сегодня, конечно, можно понять и логику Николая II, и логику его оппонентов, которые считали, что это слишком крутые меры по русификации Финляндии. Понимаете, если Великое княжество Финляндская часть России, то почему русский язык, русская армия, русские торговцы должны быть дискриминированы на ее территории? Но с другой стороны, ведь это все появилось не просто так. Последовательно на протяжении 100 лет ошибочная национально-территориальная политика Российской империи, вот эта попытка изобрести что-то такое эксклюзивно-гуманное для Финляндии, равно как и для Польши. Польша хотя бы великая история государственности, действительно большое, сильное историческое государство. Но Финляндия никогда не была государством, это была забитая шведская провинция с трудолюбивым, да, и смышленым народом, который эти северные земли долго-долго обживал под шведским сапогом. Но за эти 100 лет сложилось как бы самостоятельное квазигосударство. Вот если бы при присоединении Финляндии сразу, тогда, в начале XIX века Александром I, сразу и был введен русский язык, как обязательно. Финского тогда вообще никакого не было. Был только шведский. Был введен русский язык. Все были бы уравнены. Финны сразу бы стали служить в русской армии, да никто бы и не пикнул. Были бы только благодарны за приобщение к цивилизации, как написала «Таймс». Сами породили проблему. Спустя 100 лет, когда возникло финское национальное самосознание, действительно стали ее расхлебывать. Что делать? Наверное, нужно было проводить все-таки политику русификации, но чуть осторожнее, чуть последовательнее, чуть хитрее. И постепенно за 1-2 поколения, за пару-тройку мирных десятилетий, за те самые 20 лет покоя, которых просил для России Столыпин, все бы утряслось. И русские бы уравнялись с финнами, и сменилось бы, прошло бы время, и появились бы и общие школы, и большинство бы перешло на русский. И Финляндия стала бы такой же неразрывной частью России, как Ленинградская область и Карелия, как наши замечательные красивые земли рядом. Но этих мирных десятилетий России никто не дал. Потому что пошла война с Японией, революция, Первая мировая революция.
Еще одна предпосылка, тоже не причина, но, наверное, предпосылка распада империи – это качество правящей элиты. В любой стране, при любом режиме правящая элита – это люди, в чьих руках находится реальная собственность, не номинальные держатели, реальная собственность, то есть право владения и полного распоряжения, и реальная власть. Мы говорим с вами реальная, поскольку сейчас сложилась такая в мировой политике ситуация, когда люди, которые представляются президентами, премьерами во многих странах, я не буду называть фамилию, но мы понимаем с вами, о каких европейских странах, да и не только европейских идет речь, ну, это совсем нереальная власть. Но мы же с вами не дурилки картонные. Как говорил герой, место встречи изменить нельзя. Мы же с вами понимаем, что есть люди, принимающие решения, а есть люди, выдвинутые реальными собственниками, реальной властью для изображения публичных функций власти, в какой-то степени исполнения принятых решений. Их появление из ниоткуда вот так вот. Вчера ты бухгалтер в банке, сегодня ты президент одной из самых великих и прекрасных в нашей истории стран. Ну, я прекрасно говорю в части культуры и истории. Вчера ты никому непонятный финансист, сегодня ты. Вчера ты мало кому известный депутат Заксобрания. Пара лет ты бац-сенатор, бац-президент. Так не бывает. Всегда есть какие-то большие течения. И маленький кораблик плывет не потому, что он такой смелый. Хотя он смелый, и на веслах там гребут, и маленький парус, безусловно, куда-то там чего-то. Но вообще есть гольфстрим. Он тебя в основном несет. А ты дальше корректируй направление. Если у тебя нет большого двигателя, больших моторов и больших парусов, то ты так по этому гольфстриму и будешь. Вдоль реальной власти и реальной собственности. В общем, читайте Победоносцева «Великая ложь нашего времени». Так вот, в России с реальными элитами тоже было сложно, потому что, понимаете, с одной стороны, Николай Романов называл себя хозяином земли русской не просто так. Не потому, что он монарх, а потому что еще семья Романовых самый большой собственник в России. Это главный олигархический клан, что вполне естественно. А, собственно, опосредованно-то и вся страна принадлежит царской семье. Опосредованно, конечно, не напрямую. Там разделялись карманы. Министерство императорского, двора и остальное. Разные бюджеты. Но тем не менее. Бурное развитие капитализма, промышленности в конце 19-го, начале 20 века привело к появлению большого числа пассионарных, ярких, талантливых людей, промышленников, предпринимателей, банкиров. Они умели управлять капиталами, они умели управлять огромными массами людей, но власти у них не было. Власть была у царского чиновника, у генерала, у какого-то там в 10-м поколении потомка Петровского капитана-бомбардира. Дворянская каста, она окостенела. Да, табель о рангах существовала, да, вот эта лестница чинов, возможность социального лифта была, но дворянство, как и любые нормальные люди, контролирующие власть, элита дворянства, пыталась замкнуться сама в себе и никого туда не пускать. Вернуться в золотые времена местничества, передать детям поместья, вотчины, земли, капиталы, посты в госуправлении. Ну, кстати, то же самое происходило впоследствии и с коммунистической номенклатурой в СССР. Это не хорошо и не плохо, это так есть. Такая человеческая природа, что заработал, с собой не унесу, отдам детям, в этом залог моего бессмертия. Так что, когда сын спрашивает у папы полковника: пап, когда я вырасту, стану ли генералом? Нет, у генерала, сынок, есть тоже дети. Это и есть процесс окостенения элиты. Это в какой-то степени тревожный звонок. Таким первым тревожным звонком для России с замкнутой и не очень эффективной элитой системы управления, с национальными окраинами, которые перебрали в себя, собственно, местного национально-культурного величия, и где уже сформировались элиты, не имеющие пока реальной власти, но стремящиеся к ней, стремящиеся к отделению. Первым тревожным звонком стала русско-японская война.
Почему мы называем ее русско-японской, честно говоря, непонятно, потому что это Япония напала на Россию. Японо-русская. Причем напала вероломно в стиле 22 июня 1941 года. Без объявления войны, атаковав в нейтральном порту стоявший крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». А только на следующий день объявили нам войну. Мы так посмеиваемся над неэффективностью царской армии генералом Куропаткиным. Но на самом деле японская армия и флот на Дальнем Востоке превосходили на момент начала боевых действий наших по людям в 3 раза, по артиллерии в 8 раз, а, например, по пулеметам, а пулеметы тогда бог войны, самое, что ни на есть главное оружие массового поражения, а по пулеметам в 18 раз. Плюс добавим отдаленность театра военных действий, сложности со снабжением, недостроен еще Транссиб, а флоту, чтобы прийти на помощь своим на Дальний Восток, надо плыть из Петербурга вокруг Европы, Африки, Индии. Представляете себе эту дорогу. Итог войны известен. Россия признала Корею, которая была до этого в какой-то степени нашей общей с Китаем зоной влияния, японской сферой влияния. Мы отдали Порт-Артур, отлично построенную крепость. Мы отдали часть КВЖД. КВЖД это состояло из 2 веток. Вот часть, которая проходила от Харбина в Порт-Артур, перешла в собственность Японии. Это огромные инвестиции, и это огромное влияние. Мы отдали Японии пол-Сахалина. Остров Сахалин к началу войны был полностью русским. И потом граф Витте, который будет вести тяжелые мирные переговоры, и, в общем, выторгует, наверное, максимум того, что он мог в тех условиях выторговать у японцев, будет презрительно назван прогрессивным сообществом графом полусахалинским. Ну, в общем, это был тревожный звонок. Впервые, по итогам войны, впервые, наверное, со времен смуты, Российская империя потеряла территорию, уступив агрессору часть своих земель. Итоги войны не нравились никому, а больше всего возмущались ура-патриоты. Потому что, да, вот эти все промышленники, все эти Гучковы, Рябушинские, политики Милюкова и компания, Морозовы, все они были патриотами и говорили, да, закостеневшая элита и царь не справляются с управлением. Вскоре пошел второй звоночек. Восстание в Средней Азии. Мы совсем недавно говорили о ее довольно легком военном отношении, таком полумирном, мягком присоединении. И вот уже разгар войны, 16-й год, огромная мобилизация, основной удар падает на русских крестьян. У нас деревни обезлюдили. В некоторых деревнях половина мужского населения в армии. Половина семей без кормильцев. В России колоссальная нехватка рабочих рук. Рабочие оборонных заводов Путиловска и так далее, вся эта революционная масса, она под бронью, она на фронт не идет. Кто идет на фронт? Крестьянин, русский мужик. Помимо людей на линии боевого соприкосновения, нужны еще и военные строители, те, кто будет делать траншеи, обеспечивать порядок в тылу, то есть выполнять милицейские какие-то охранные функции. И вот для этих тыловых, строительных и милицейских работ планируется привлечь мужчин из Средней Азии, из Туркестана. Они в армии не служили, призыв на них не распространялся. Только добровольцы. Равно как из Кавказа, только добровольцы. Кстати, добровольцы сражались храбро, те же туркмены. Знаменитый Тыкинский добровольческий полк. Очень храбро бился на фронтах Первой мировой. Я уже не говорю про кавалеристов с Кавказа, героев. Но вот эта вот история с мобилизацией в Средней Азии вызывает всеобщее возмущение, мятежи, восстания, даже нападения на русские семьи, убийство русских, похищение женщин, детей, массовое изнасилование. Восстание подавляется очень жестоко, тем самым Куропаткиным, а потому что по-другому нельзя, что делать? Это же война идет. Но что удивительно, ведь никакой мобилизации не было. Были одни слухи. Было всего-навсего привлечение к хозяйственным работам. Все. Но местная администрация настолько тупо и однобоко выполняла все указания из центра, иногда кажется, как будто специально, провоцировала людей. Все это тут же подогревалось извне. Какие-то распространялись слухи, что якобы всем мобилизованным туркестанцам выдадут палки вместо винтовок
и отправят их с этими палками штурмовать немецкие пулеметы живой волной. Вот нам, кто начитался и насмотрелся мифов про штрафбаты, заградоотряды, представляете себе эту картинку. Мне даже иногда кажется, что знаете, как будто из эпохи в эпоху пропагандистские методички не меняются. Все то же самое. Какие палки, какие пулеметы, какая живая волна. Это распространялось. Народ безграмотный, злой и агрессивный. Восстание это все-таки подавили довольно быстро. И это, кстати, говорит о том, что худо-бедно административная система в 16 году, накануне революции, работала даже на отдаленных окраинах Средней Азии. Но это была проблема. Ее просто решить не успели. Потом уже советская власть занималась там культурно-разъяснительной работой. И вот 17-е. Самодержавие пало буквально через несколько недель после окончания волнений в Средней Азии. И страна, как бы обретя свободу под лозунгами демократии, народовластия, на глазах стала рассыпаться. Понятно, что во время любого кризиса, тем более во время колоссальной тяжелой войны, любая попытка раскачать и ослабить центральную власть смерти подобна. Это очевидно каждому. Почему деятели и делатели февральской революции не понимали, что ослаблять вертикаль власти во время войны нельзя, недопустимо? Мы этого понять сегодня не можем. И вот после отречения Николая и паралича, фактически ликвидации имперских институтов управления везде на местах, естественно, в отдаленных регионах от Питера на волне эйфории стали собираться какие-то организации, какие-то люди, какие-то местные проповедники свободы и говорить: все, поскольку Петербурга больше нет, мы здесь власть. Временное правительство. Львов-Керенский смотрели с ужасом на это, не понимая, что делать. Оно и само сидело как на пороховой бочке, потому что в Питере действовала параллельная структура власти, Петроградский совет, вооруженный, которому подчинялась значительная доля вооруженных людей. При этом, будучи временным, то есть сами себя провозгласили не имеющими никаких существенных властных полномочий, а так, для ликвидации кризиса на время мы тут существуем, временное правительство, до выборов учредительное собрание, которое и решит окончательно, как дальше жить России, будучи временным, зачем-то сразу заявили о признании независимости Польши, будущем признании независимости Польши, потому что Польша была на этот момент оккупирована Германией, но признавать было нечего, но вопрос зачем? Таким признанием вы тут же подогреваете всех сепаратистов и в других окраинных и неокраинных губерниях и регионах России. Значит, все сторонники культурной автономии думают: а что, так можно, оказывается, да? То есть можно уходить? Карательный отряд не приедет? Казаков с нагайками не будет? И вот снова Финляндия. В Финляндии сейм свой, значит, там выборы, там побеждают социал-демократы, но даже они в 2017 году еще не заявляют об отделении Финляндии. Временное правительство предпринимает какие-то странные шарахания из стороны в сторону. Сначала выпускает из тюрем всех финских революционеров-сепаратистов. Всех. Даже тех, кого посадили по статье как германского шпиона. Вот там было таких, кстати, немало. Немало финнов служило и в германской армии. Не надо думать, что все были патриотами российскими. Их всех освободили, иначе они тут же возродилось огромное количество вот этих вот национально-боевых революционных финских ячеек. Это с одной стороны. А с другой стороны взяли и опять же зачем-то разогнали финский парламент, который был довольно умеренным. То есть они отделяться не хотели пока. Ну, они там обсуждали всякого рода автономию от России. Разогнали, пришли казаки, значит, повесили замок, все, депутаты, отдыхайте. Ну, естественно, это максимально радикализировало в это неустойчивое время, накануне октября, всю местную финскую политическую тусовку. Ну, а дальше мы помним, чем это закончилось, да? После большевистского переворота или Октябрьской революции, кому как нравится, 31 декабря Дед Мороз со Снегурочкой финские пришли к Владимиру Ильичу Ленину и в небольшом угловом кабинетике в Смольном, я в этом кабинете был, ну, размером чуть больше этой сцены, Владимир Ильич Ленин подписал
декрет Совнаркома о предоставлении независимости. Эти пришедшие Дед Мороз, Снегурочка и сотоварищи представляли как бы финский сейм, подписал декрет Совнаркома о полной независимости Финляндии. Ну, поскольку империя распалась, а вроде бы как у России и Финляндии был общий монарх, а монарха теперь нет, ну, собственно, что тогда и обсуждать? Финляндия свободна. В этом кабинете на стене висит большая красивая мраморная табличка. Я сделал для себя копию на память. Подаренная Смольному и петербуржцам от благодарного финского правительства вот за то, что их тогда 31 декабря 17 года и отпустили. Ну, как отблагодарили финны, мы знаем. Посмотрите, где как растет, расширяется НАТО и прочее. Ну, а далее везде, во Владикавказе, в мае 17 года, задолго до октября, собирается съезд Союза горцев Северного Кавказа. Ну, понятно, претензия на автономию от Черного моря до Каспия всего Северного Кавказа. 1 мая в Москве Всероссийский мусульманский съезд. 26 мая 17 года начал работу большой войсковой круг войска Донского, который объявляет себя единственным привольным хозяином Дона. Это огромные территории на юге России. Отныне всеми делами казачества должен будет полностью управлять войсковой круг и избираемый, непонятно как, на нем войсковой атаман и войсковое правительство. Керенские пребывают в каком-то тумане, разъезжают по фронтам, готовят контрнаступ, который с треском провалится, к сожалению. Он был обречен, потому что армия развалена временным правительством. Есть комиссары временного правительства, уполномоченные, которых никто не слушает. Есть советы народных депутатов, везде по-разному называющиеся, альтернативные органы власти. А власти нет. По-украински совет – это Рада. Помним с вами, да, что Советский Союз – это Радянский Союз. На Украине появляется свой совет, но не рабочих и солдатских депутатов, а отдельный совет, главный, центральный, который так и называется Центральная Рада. Откуда взялась она, долго спорят об этом современные украинские историки. В общем-то, ниоткуда. Собрались какие-то представители непонятно кого, человек 100 в цирке киевском, я не оговорился, в цирке собрались, с этого весь цирк начался там самостийный, и провозгласили Украину автономной. Потребовали от империи бывшей, от Петербурга, ну, поначалу не полного отделения, а поначалу автономии свободной Украине в составе 9 областей. От Киевской до Херсонской и Таврической. Правда, с одной оговоркой, за исключением Крыма. Крым входил в Таврическую область, но даже самые отпетые представители Центральной Рады не рискнули назвать Крым украинским. Во временном правительстве удивились, но так как, видимо, свободных казачьих полков с нагайками не было лояльных, то решили вступить в диспут. Зачем-то разрешили этой Центральной Раде начать формировать отдельные украинские части в составе общероссийской армии. Загадочное решение, они начали формироваться так либо иначе. Плюс сказали, хорошо, автономию дадим, но не всем. Не 9 областей, это примерно вся современная Украина, а только 4,5, то есть вот Киевская и правобережная. Остальное, простите, ну, даже нам, временщикам, большим либералам и демократам, что-то сильно мы сомневаемся, что там есть какие-то украинцы. Поэтому давайте вот от Днепра туда направо. Стали дискутировать, а тут большевики, день 7 ноября, красный день календаря, и сразу же после этого та самая Центральная Рада в цирке объявляет Украину уже независимой, поскольку временное правительство пало, ну, не Ленин уже нам подчиняться. Ну, независимыми она пробыла месяца полтора, и то, по-моему, никто не слушался, никто не признавал, никто налогов в этой Киевской Раде не платил. Красная армия уже в январе выгонит их из Киева, а потом через месяц
эта Украинская республика вернется в Киев обратно на немецких штыках, а еще через пару недель их выгонит оттуда уже гетман Скоропадский, опять же на немецких штыках, ну и начнется вся эта белиберда, которая столь талантливо описана Булгаковым в «Белой гвардии», с бесконечной сменой власти, власть меняется. Ну, кто не читал Булгакова, посмотрите «Бессмертную свадьбу в Малиновке». Ну, это не тема нашей сегодняшней лекции. Ну и везде, даже в Минске нашлись сепаратисты. В количестве нескольких сотен человек образовалась какая-то белорусская громада. Никто не понимал, что это такое, но вроде как что-то такое новое белорусское. Ну а что нам упрекать добрых белорусов, если даже в Сибири стали говорить о томской автономии сибирской. В общем, этот процесс распада страны после свержения монархии, казалось, остановить уже невозможно. Процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич, пошел полным ходом. Большевики, захватив власть в столице, по сути, оказались у разбитого корыта. И как-то интуитивно, непонятно как, под совершенно другими лозунгами мировой революции, интернационализма и отказа от всего, что было, на самом деле стали собирать страну обратно. Ну а как это происходило, давайте об этом мы поговорим в самой сложной, ну, наверное, самой важной заключительной лекции нашего цикла. Обратное собирание русских земель. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующей встречи.